Всем привет! Недавно в сети появилось видео, которое привлекло внимание фанатов. На нем Чунгук, Тэхён и Чимин посещают известный корейский ресторан Бикизаунг BBQ в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел вчера и быстро стал горячей темой в социальных сетях. Примечательно, что до публикации видео многие утверждали, что Тэхён находится в Корее, некоторые даже говорили, что он на свадьбе, хотя фотографий, подтверждающих это, не было. Несмотря на эти слухи, Тэхён находится в Лос-Анджелесе, и фотографии это подтверждают. Когда видео впервые вышло, многие смонтировали его, чтобы показать только Чунгука и Чимина вместе, из-за этого многие решили, что в ресторане они были только вдвоем. Это еще больше запутало ситуацию, поскольку некоторые стали говорить, что они просто тусовались и Тэхёна там не было. Однако, когда появилась полная запись, стало ясно, что все трое были там. Интересно, что несмотря на появление Чимина, самая сильная связь, наблюдаемая во всем этом, остается между Чунгуком и Тэхёном. Их близость давно обсуждается, и ее нелегко отрицать. Они неоднократно показывали, как комфортно им вместе, и подобные моменты только подтверждают это. Некоторые люди упорно выдумывают истории, чтобы продвигать другие идеи, например, Чжукук, но правда в том, что все показывает, что между Чунгуком и Тэхёном особая связь. Не нужно преувеличивать или выдумывать истории, чтобы увидеть это, просто посмотрите, как они взаимодействуют. В прямых эфирах, презентациях или даже на более личных встречах очевидно, что они хорошо понимают друг друга и любят проводить время вместе. Например, несколько дней назад был прямой эфир, где они появились, и многие, включая актеров и других деятелей, отреагировали на их естественность. Такое доверие не возникает само собой, и те, кто следит за ними давно, знают это. То, что кто-то смонтировал видео, чтобы скрыть Тэхёна, лишь доказывает, что некоторые предпочитают отрицать очевидное. На самом деле, для этого нет никаких причин. Чунгук и Тэхён не просто проводят время на публичных мероприятиях, они также поддерживают друг друга в профессиональном и личном плане. Это заметно по маленьким жестам, взглядам, улыбкам и комментариям, которыми они обмениваются. Если они вместе в ресторане, то, скорее всего, это просто случайная встреча, возможность поесть и поболтать, как это принято в любой компании. Однако бросается в глаза то, что, несмотря на слухи и попытки преуменьшить их близость, они продолжают демонстрировать свою силу. Главное здесь не сеять соперничество или раздор между фанатами, а признать то, что прямо перед нами. У Чунгука и Тэхёна крепкие и счастливые отношения. Дело не только в том, что они находятся в одном месте, дело в том, как они ведут себя рядом друг с другом, как они заботятся друг о друге и как поддерживают друг друга. Вот что важно. В последнее время я замечаю, как некоторые люди слишком настойчиво доказывают, что Чжукук настоящий, как будто многократное повторение этого сделает его правдой. Реальность проста: когда что-то подлинно, не нужно постоянно напоминать себе об этом или превращать это в слоган. Если что-то настоящее, это видно и без необходимости кричать об этом повсюду. Сколько бы ни распространялось слухов и не повторялись теории, правда не меняется от того, что кто-то повторил ее 1000 раз. Некоторые люди тщательно изучают каждую утекшую деталь, анализируют личные видео и делают выводы из каждого жеста. Ярким примером служит случай во время съемок 2-го сезона сериала «Ты уверен?». Аюшур с фотографией попытались убрать одного из членов съемочной группы, чтобы создать впечатление, будто они проводят свадебное путешествие вдвоем. Однако в реальности все было иначе, вокруг них работала целая съемочная группа, снимая кадры, которые позже будут продаваться как официальный контент. Это показывает, что многие из этих взаимодействий были предназначены для публики, а не для того, чтобы отражать что-то личное. Разве не очевидно, что Чжукук стал продуктом? Компания выпускает специальные сезоны, товары, фотоальбомы и многое другое. Когда что-то представлено с таким объемом маркетинговой кампании, естественно задаться вопросом, сколько в нем спонтанности, а сколько запланированного. Однако есть и те, кто по-прежнему убежден, что все, что они видят, абсолютно реально. Давайте сравним это с тем, что случилось с Тэхёном и Чунгуком.
В отличие от этих постановочных взаимодействий, то, что мы знаем о них, не приходит в форме юнита, специальной программы или проекта, рассчитанного на продажу. То, что мы видим, это естественные моменты, проведенные вместе в пространстве без какого-либо сценария. И это имеет огромное значение. Эти моменты они сами выбирают для демонстрации через свой личный контент. Нет никакого принудительного монтажа, чтобы что-то подчеркнуть, и нет никаких попыток скрыть команду вокруг них. То, что появляется, это подлинные фрагменты, которые появляются, когда им комфортно и не нужно производить впечатление на других. И именно это укрепляет их связь, она не зависит от стратегии, она зависит от того, как они взаимодействуют. Когда два человека действуют, это видно. Есть четкое намерение привлечь внимание, создать образ. Но когда два человека действительно понимают друг друга, нет нужды в притворстве. И именно это произошло с Тэхином и Чингуком. Они ищут друг друга не ради камер или разговоров о них. Они ищут друг друга, потому что они такие, потому что привыкли делить время и пространство, не становясь показушным зрелищем. Если понаблюдать за их взаимодействием, то определенные жесты повторяются, уверенность в близости, прикосновение друг к другу без страха, искренние взгляды друг на друга. Это не прописано в сценарии, это привычка и комфорт. Когда два человека делятся так многим с естественностью, не требующей объяснений, мы больше не говорим о совпадении. Можно сказать, что особенными их делает именно их постоянство. Это не отдельные моменты, которые случаются время от времени, это закономерности, которые продолжаются даже тогда, когда нет официальных камер. Их встречи недвижимы планом, ими движет связь, которую они создали между собой. Короче говоря, дело не в создании фантазий или навязывании историй, и это не повторение беспочвенных идей. Истина очевидна в деталях, в том, что не запланировано, в том, что повторяется, потому что это реально, а не потому, что кто-то это написал. А в случае Тэхёна и Чингука все указывает на то, что то, чем они делятся, не обязательно должно быть публичным, чтобы быть реальным. В том, как Тэхён и Чингук взаимодействуют, есть что-то, что нельзя игнорировать, это уникальный способ понимать друг друга без использования голосов. Общение, которое возникает из их взглядов, их жестов, того, как они двигаются навстречу друг другу, это не запланированный или спланированный момент. Когда они вместе, ничто не кажется вынужденным, ничто не кажется отрепетированным. Каждый раз, когда они смотрят друг на друга, они обмениваются молчаливым посланием. Такая связь не выстраивается за несколько минут и не разыгрывается перед камерой. Это чувствуется в уверенности, которую они проявляют, когда они так близки, в свободе, с которой они могут соприкасаться друг с другом без колебаний, в легкости, которую они проявляют, находясь вместе в пространстве.